в прошлой серии «Бедной Насти». Вы обронили его при нашей первой встрече. Я храню его. Вам нужно немножечко отдохнуть. Вы так напряжены. Я требую предъявить обвинение. Господина Жуковского обвиняют в государственной измене. Я выйду замуж за Андрея Платоновича Забалуева и как можно скорее. Мне очень жаль, но вам нельзя больше оставаться при дворе. Барон подозревает, что я выкрал у него расписку. Если он это докажет, мне прямая дорога в тюрьму. Я объявлю всем, что ты крепостная. Видно, пришла пора подыскать вам супругу. Пресвятая Дева, не отвергни просьбу мою. Помоги мне забыть Александра. Избавь от тоски по нему. Избавь от любви. Александр, хочу представить вам мою новую фрейлину, Екатерину Нарышкину. Ее знатному роду более 500 лет. Ваше императорское высочество. Добро пожаловать ко двору, мадемуазель Нарышкина. Присаживайтесь. Хотите бренди? Благодарствую, я пью только вино. Ну, я только бренди. Впрочем, вино у меня тоже есть. Прекрасная вещь. И, наверное, дорогая. Слышите звук? Это баварское стекло, секрет изготовления которого утерян. А вы живете на широкую ногу. Это подарок покойного государя Александра Павловича. Позволю сделать предположение, что этот графин вы получили в подарок за военные заслуги. Сущие пустяки. Александр думал, что 3 французов против 2 наших серьезной силы. Смешно, правда? А я, признаться, бивал этих французишков. Помню, 1 против 7 схватился в горящем доме. Ну, повезло, что 3 упавшей балки придавило, но 4 были. Хорошо, что отделался легкой контузией. Простите, воспоминания нахлынули. Какие были времена. Мы были молоды и храбры. И глупы. Мы думали, что мы бессмертны. Так мы же вправду бессмертны. Что вы, Иван Иванович, мы еще... Хо-хо-хо! Ну что ж, пора и к делу. Княгиня Долгорукая утверждает, что я не выплатил долг ее покойному мужу. Да я знаю. Но если вы не найдете письменных доказательств о выплате долга князю Петру, то по договору ваше поместье переходит в собственность княгини. Но она требует, чтобы вы покинули его к концу этой недели. Простых 58, вышитых 32. Угу. Ножей 48, а вилок 45. А куда же 3 вилки-то подевались?
Не как у нас домашний вор завелся. Ну, глаз да глаз. Особенно за Танькой, за твоей. Маменька, Татьяна честная девушка, она ни за что чужого не возьмет. Вот выйдешь за Андрея Платоновича, станешь хозяйкой поместья, вот там сама будешь распоряжаться своими слугами. Явился. Чего тебе? Мне поговорить с вами, Марья Алексеевна. С глазу на глаз. Если потоп не начался и никто не помер, поди вон. Ну, не видишь, мы к свадьбе готовимся. Некогда мне теперь с тобой. Никто не умер, Марья Алексеевна. Однако одно важное дельце осталось незавершенным. Не хотите приватного разговора? Пускай ваши дочки тогда тоже послушают. Правда, я не знаю, хотите ли вы, чтобы они услышали то, что я имею вам сказать. Сударь, вам должно быть хорошо известно, что я выплатил долг покойному князю Долгорукому. Однако документ, подтверждающий это, у меня выкрали. Я поручил своему управляющему расследовать это дело. Я сожалею о потере документа, Иван Иванович, однако поймите вы меня. Я при вашем разговоре с князем не присутствовал, равно как и Марья Алексеевна. Но документы, видимо, для того и придуманы, чтобы... Нет, я понимаю, можно верить человеку на слово, но... Поймите вы, Марья Алексеевна, она хочет видеть документы, подтверждающие вашу правоту. Только и всего. Андрей Платонович, я же вам сказал, что документ украден. Я, конечно, могу переговорить с княгиней, но возникли некоторые обстоятельства, которые в какой-то степени препятствуют моей полной объективности в этом вопросе. Вы, должно быть, слышали о нашей с Елизаветой Петровной помолвке. Признаюсь вам откровенно, княгиня намерена включить ваше поместье в приданое к дочери. Да, Марья Алексеевна сообщила мне об этом. Ну, раз так, раз вы лицо заинтересованное, я полагаю, что следует поручить посредничество в нашей тяжбе кому-нибудь другому. Барон, советую вам не терять времени попусту. Ведь у вас нет никаких доказательств, что вы с покойным князем рассчитались. Другой посредник, боюсь, придет к тому же выводу, что и я. У меня есть доказательства, что я выплатил долг. Так что вам придется переосмыслить ваши выводы. Владимир, ответьте мне, наконец, почему вы меня так ненавидите? Я вовсе не испытываю к вам ненависти.
Мое отношение к вам совершенно нормально. Так и должен относиться крепостной. Но к остальным крепостным вы относитесь лучше, чем ко мне. Они знают свое место и выполняют свои обязанности. А ты с твоим безукоризненным французским, твоим музицированием, твоим нелепым рвением стать актрисой мне противно. Дать мне образование было волей вашего батюшки. И видеть меня на сцене тоже. Иван Иванович вырастил меня как родную дочь, и я ему бесконечно благодарна. Ты благодарный. Разумеется. Да брось, при чем тут благодарность? Тебе все это льстит. Платье, украшения, поездки в Петербург. Игра в дворянскую жизнь. Ты слишком заигралась. Ты забыла, где твое место. И совсем отвратительно, что ты пытаешься заточить в свои сети Репнина. Дело же не в Михаиле. Мы с ним едва познакомились. А вот ваша ненависть возникла ко мне уже очень давно. Я хочу знать, почему. Прихвати подарок для барона. Бургундская. 12-го года. Иван Иванович вспомнит славное прошлое, порадуется. Он приглашал меня погостить. Скажи ему, что непременно буду. Передам, барин. А бутылочку припрячу до времени. А разве ты не поедешь с молодым барином? Барон велел остаться в Петербурге при Анне. Наказывал заботиться о ней. Да так, как она заботится о своем хозяине. Хозяине? Ты верно хотел сказать о своем опекуне? Наша сделка с покойным князем была зафиксирована в городской регистрационной книге в присутствии 2 свидетелей. Могу я узнать их имена? Небезызвестный доктор Штерн и мой управляющий Карл Шулер. О, 2 честных немца. Они подтвердят, что я выплатил одолженную мной сумму в полной мере и не должен князю ни копейки. Так что намерения вашей будущей тещи вряд ли осуществятся. Надеюсь, вы не начали еще готовиться к переезду? Так что же вы мне ответите, Владимир? Или, может быть, к вам лучше обращаться господин Корф? А может быть, барин? Я не понимаю, чего ты от меня ждешь? Вы все прекрасно понимаете. С самого детства вы использовали любую возможность, чтобы унизить меня. И, кажется, это доставляло вам удовольствие. Но почему? Ты мне не ровня. Я не обязан любезничать с тобой. Но я хочу знать, в чем моя вина. Меня измучил этот вопрос. Скажите, Владимир, чем я вас обидела? Словом или делом, и я попрошу у вас прощения. Что мне до твоих извинений? Я не вижу смысла продолжать этот бессмысленный разговор. Ты прекрасно знаешь, за что я тебя ненавижу. У тебя всегда было все, чего ты совершенно не заслуживала. Будь счастлива, что ты до сей поры жила жизнью, которой не была достойна. И перестань заигрывать с Мишей. Ты сделаешь его несчастным. Это вы несчастны. Ненависть не оставляет места для радости. Мне искренне жаль вас. Лошадь уже готова, пойду доложу барину.
Постой, что ты сейчас имел в виду? Анна свободная девушка, а хозяева бывают только у слуг да у крепостных. Ты верно оговорился. Я хотел сказать, Анна такая добрая, что заботится о барине, словно служит ему. Как верно вы умеете подобрать слова. И правда, все для барина делает. Так заботится о нем, словно не воспитанница, а прислуга. Себя не жалеет. Ты хорошо знаешь ее, верно? Мы с ней едва знакомы, мне ничего не известно про нее. Кто были ее родители? В каком родстве состояли с бароном? Оставьте нас все. Ну, что тебе приспичило на этот раз? Врываешься сам не свой, смотришь зверем. Опять какую-нибудь дурную весть принес. Мне приспичило, барыня, напомнить вам о том, что денежки счет любят. Пришло время выплатить необещанную половину. А то я начинаю думать, что я напрасно обчистил барона, напрасно рисковал собой ради вас. Вот ты о чем. Ну, не время еще, потерпеть надо. Не время, говорите. А когда придет время? Когда меня вздернут как ворюгу? Барон уже что-то подозревает о моем участии в этом деле. Мне надо бежать. Так что будьте любезны, Мария Алексеевна, заплатите мне обещанную сумму. Ну, ты видишь, я к свадьбе готовлюсь. Ну, получишь ты свои деньги, когда я заполучу имение Корфа. Ну, не до твоей чепухи мне в самом деле сейчас. Хорошо. Только имейте в виду, если меня будут спрашивать, я не промолчу. Я все скажу. Дмитрий! Вышвырни его вон! Отлично, я ухожу. Однако, если в ближайшее время я не получу деньги, то знайте, вся округа будет судачить о том, как вы подкупили меня, чтобы я выкрал документ у барона Корфа, а потом обманули. И угодишь в тюрьму! Мне это не страшно. Мне в тюрьме будет не скучно. В соседних камерах будем сидеть, княгиня. Еще в куклы играешь, а уже замуж собралась. Маман решила, что уже пора. Лиза, когда ты говорила Андрею Платоновичу, что выйдешь за него, я не услышал радости в твоем голосе. Ну чему же радоваться, Андрей? Беда это моя, а не радость. Это из-за Владимира? Владимир разлюбил меня. Ты сказал, он дрался на дуэли за честь другой женщины. Зато Андрей Платонович тебя любит. В каждом человеке есть что-то хорошее. Дай ему возможность доказать тебе это. Разумеется, Андрей Платонович очень состоятельный человек, и он не увезет меня далеко от дома. Я согласилась на этот брак, и будь что будет. Я с детства считал Владимира и тебя женихом и невестой. Тебе нелегко расставаться с давней мечтой. Пречистая Дева, Матерь Божья, не гнушайся мной, не оставляй меня. В моих мыслях по-прежнему он. Никого, кроме него. Помоги мне, Дева Мария. Смилуйся надо мной. Прости меня. Род Нарышкина, как вам известно, дал России Петра Великого. Для меня великая честь служить при дворе. Обновленный дворец так великолепен. Катенька еще не была во дворце после пожара. Александр, будьте любезны, покажите и расскажите фрейлине все, что сумел сделать ваш отец за столь короткий срок. Прошу прощения, Ваше Величество, но меня ждут важные государственные дела. Извините, мадемуазель, отложим экскурсию на другой раз. Ваше Величество?
Мы должны простить его, милая. Он сегодня не в духе. Цесаревич всегда столь озабочен делами государственной важности. Да, если бы, если бы. Впрочем, у мужчин всегда найдутся дела поважнее, чем наши дамские безделицы. Не огорчайтесь, Машер. Лучше найдите себе в провожатые кого-нибудь более любезного, чем мой сын. Вы так добры, Ваше Величество. Кто это? Екатерина Нарышкина, моя новая фрейлин. Она вас чем-то расстроила? Вовсе нет. Но вы огорчены. Я надеялась, что Катенька хоть на время отвлечет Александра от Ольги. Бедный мальчик изводит себя постоянными мыслями о ней. Он уже не мальчик и сам разберется со своими чувствами. А вы, любовь моя, не должны так волноваться. Я не могу не волноваться о нем, Никс. Впрочем, моим волнением может действительно скоро прийти конец. Вы что-то задумали? Пустяки. Женские безделицы. Наташа, как хорошо, что ты пришла. Я все пытаюсь бежать от своих мыслей, а они за мной. Ты бледна. Эта келья давит меня, точно тюрьма. Даже молитва не помогает. Послушай, я должна извиниться перед тобой. За что, Оленька? Дуэль. Твой брат попал в беду. Тебя отлучили от двора. А виновницей всего я. Откуда ты знаешь обо мне? Монашки сплетничают от придворной жизни не меньше, чем придворные дамы. Я не виню тебя, Оленька. Во всех наших бедах повинен один человек. Владимир Корф. Да и Михаил тоже хорош. Не сказал царю о дуэли. У него, я боюсь, что не было выбора. Откажись он исполнять поручение Александра, и тогда... И тогда царь похвалил бы моего брата, а не лишил его звания. А может, даже отблагодарил бы его за верность и за здравомыслие. О каком здравомыслии ты говоришь? Мужчины слишком легкомысленные, когда речь идет о жизни и смерти. Или о любви. Наташа, на душе и так тяжело. Мне не выходит из головы мысль, что виновница дуэли я. Ты никого не просила защищать твою честь и рисковать своей жизнью. Не вини себя. И потом никто же не погиб. Александр проявил истинное великодушие, уговорив императора отменить казнь. Хотя боюсь, что за свободу моего брата он заплатил слишком дорого. Вы никогда больше не увидитесь. Никогда. Это повеление императрицы. Я здесь, чтобы Александр меня не нашел. Не знаю, что сказать, чтобы тебе стало легче. Представить себе не могу, во что превратилась бы моя жизнь, если бы из нее навсегда исчез Андрей. Я надеюсь, тебе никогда не придется этого пережить. Я мечтала, что мы всю жизнь будем с Владимиром, и что меня будут звать Елизавета Петровна Корф. А теперь я стану Елизаветой Забалуевой. Время лечит, Лизонька. Одни мечты сбываются, другие нет. Выйдешь замуж, начнется совсем другая жизнь, появятся другие мечты. Вот увидишь, снова научишься любить. Все будет именно так. Ты думаешь, можно научиться любить Забалуева? Я слышал, он был ранен, спасая жизнь беззащитной женщины. На такой поступок способен только человек со страстной натурой. Я думаю, Андрей Платоныч испытывает страсть к тебе. Ко мне или к моему приданому? Ну зачем ему твое приданое, Лиза? Он слывет самым состоятельным человеком в уезде. Попробуй, взгляни на Андрея Платоныча другим взглядом, свежим взглядом. Может быть, ты найдешь в нем достоинства, которых раньше не замечала. Конечно, этот брак не такой идеальный и романтичный, как ты мечтала, но... Ну нельзя ли отложить свадьбу? Ну хоть ненадолго. Ты права.
Я обязательно поговорю с маменькой. Я постараюсь убедить ее перенести свадьбу до лучших времен, когда ты будешь готова. Ну, спасибо. Ты единственный человек на всем белом свете, кто меня понимает. Ты был свидетелем при подписании документа, подтверждающего выплату мной долга князю Долгорукому. Помнишь? Да, помню, присутствовал. Поклянешься ли ты в том перед княгиней и Андреем Платоновичем Забалоевым? Вы обвинили меня в краже этого самого документа. А теперь хотите, чтобы я свидетельствовал в вашу пользу, да? Это как-то, как здесь говорят, не по-людски, барон. Ну, вот тем самым ты и докажешь свою невиновность. Я перестану подозревать тебя в краже документа и восстановлю в прежней должности. Ну что, как здесь говорят, по рукам? Княгиня Мария Алексеевна считает, что все ее будут слушаться только лишь потому, что она так желает. Но я честный человек, поверьте. И несправедливости не допущу. Вот и славно. Ну, жди пока мест. Ступай. На конюшню? Тебя позовут. Что за день сегодня? Сплошные неприятности. Сначала этот разбойник, Карл Модестович, теперь эти свидетели. Как мог барон этого негодяя в свидетели-то взять? С ним мы разберемся, и с доктором Штерном тоже. Это будет несложно, уж поверьте моей опытности, Марья Алексеевна. Еще вот эта регистрационная книга, будь она проклята. И книгу я беру на себя. Уничтожить запись и вписать на место новую, это мне, как предводителю уездного дворянства, сами понимаете, хоть расплюнуть. А вот вы, дорожайшая Алексеевна, займитесь пока свидетелями. Приберите к рукам этих честных немцев. О них я позабочусь, будьте уверены. Вот и славненько возьмемся за работу сообща и вытащим здорового леща. Дмитрий! Не прощаюсь, дорожайшая Марья Алексеевна. Вечером устроим у барона Корфа маленький шабаш. Скачи к Корфам и привези мне этого разбойника Шулера. Да так, чтобы барон не видел и никто из его людей. Так только что велели его выставить. Что ты разговорился? Делай, что говорят. А что, если не захочет Карл Модестович? Обиделся, небось, за грубое обращение-то. Не поедет. Ни за что не поедет. А ты ему скажи, что барыня денег обещала. Прибежит, как миленький. Про семью Анны ничего не могу сказать. Вы уж не обессудьте. Спросите лучше у барина. Он вам живо это семейное дерево нарисует. Со всеми веточками и листочками. Да, ты прав, конечно. Зря я тебя стал расспрашивать об Анне. Однако она вся окутана тайной. Вокруг нее стелется непроглядный туман. Но эта тайна только придает ей шарма. Ну что, Мишель, прощаемся. Желаю тебе не выпасть из седла, Владимир. Еще не поздно взять экипаж, а то ведь не удержишь поводья раненой рукой. Пустяки. Рана почти зажила. Я позабочусь об Анне. Смотри, не переусердствуй. Что ты имеешь в виду? Помнишь, о чем я говорил тебе в тюрьме? Она не та, за кого себя выдает.
Ваше Величество. Прошу прощения, я искала императрицу. Я обронила веер и вернулась поискать его. Вот он. Вам повезло. Но поскольку императрицы нет, я думаю, нам лучше удалиться. А вы, княжна Наталья Репнина. Все фрейлины нынче только о вас и говорят. Но поверьте мне, только хорошие. А почему они говорят обо мне с вами? Ой, простите, мы не знакомы. Я Екатерина Нарышкина. Новая фрейлина Ее Величества. Рада знакомству, я не знала. Неудивительно. Я получила должность только сегодня. И сегодня я видела императора и наследника. Он просто красавец. Не правда ли? Да, его высочество очень привлекательный молодой человек. Мне кажется, я ему понравилась. Да? А почему вы так думаете? Он так смотрел на меня, так серьезно. Я видела смешинки в его глазах. Надо как-то дать ему понять, что он тоже мне нравится. Мне кажется, что сейчас Александр Николаевич слишком занят своими собственными мыслями. О, если вы говорите о Калиновской, то я все знаю. А вы неплохо осведомлены для первого дня при дворе. Все фрейлины так любят посплетничать. А вы случайно услышали? Надо слушать, чтобы не наделать ошибок. Конечно. И я не беспокоюсь из-за Калиновской. При дворе ее больше нет. И, как говорят французы, с глаз долой, из сердца вон. Люан des yeux, люан du cœur. Мне кажется, Александр уже забыл ее и готов к чему-то новому. Вы не разъясните мне, о чем толковал Владимир? Вам следует послушать его и держаться от меня подальше. Почему? Я прошу вас. Разве этого недостаточно? Это не причина. Но у вашего советчика есть причины. Мне нет никакого дела до капризов нашего дорогого советчика. К тому же я обещал ему обращаться с вами как с родной сестрой. Вот славно. Всегда мечтала найти такого милого братца. Значит, я могу начинать? Что начинать? Дергать вас за косу, пугать дохлой крысой. Вы всегда так обходились со своей сестрой? Напротив, это моя сестра так обходилась со мной. Не может быть. Мне казалось, что княжна Наталья такая милая девушка. Да, милая девушка. Но если не помочь ей спрягать французские глаголы, то эта славная девушка превращается в сущую бестию. Она нарочно ломала мои перья, ставила кляксы в моих тетрадках, выливала чернила в рукомойник. А ее коронным номером было подсыпать пауков мне в постель. Меня вам нечего бояться. Спрягать французские глаголы я могу и без чужой помощи. Верю. А это что? У меня прослушивание в императорском театре. Я должна репетировать сцену из Шекспира. Джульетта первый раз встречает Ромео. Может быть, вы мне поможете? А то репетировать без Ромео – сущее наказание. А что мне остается делать? С какого места начнем? Я послал за доктором Штерном. А другой свидетель на месте? Куда же он денется? Григорий, сбегай на конюшню, позови Карла Модестовича. Вот и порядок. Так что, Андрей Платонович, не видать вам моего поместья, как, извините, собственных ушей. Я не могу так бессмысленно тратить свое время. Простите меня. Ну, признайтесь же, наконец, барон, что вы не выплатили долга моему мужу. Я выплатил все до копейки, и сию минуту докажу это. Княгиня, барон, давайте остынем. Не надо кричать. Ссора ни к чему не приведет. Вы правы, Андрей Платонович.
Присаживайтесь, Марья Алексеевна. Да-да. Выпить не желаете? Барон любит бренди, а я балуюсь мозельским. Я предпочитаю вишневую наливку. Она разжижает кровь и успокаивает нервы. Но у вас, вероятно, ее нет. Почему же? Для вас, Марья Алексеевна, avec grand plaisir. Вот-вот. Прекрасный графинчик, ему лет 100, не меньше. Баварское стекло. Секрет изготовления утерян. И... Поместье будет моим, и графинчик тоже. Любезный барон, в регистрационной книге, которую я просмотрел от корки до корки, нет записи, подтверждающей ваши слова. Ну, еще бы. Ведь Марья Алексеевна приказала вам уничтожить ее, не так ли? Боже мой, барон, да как же вы смеете обвинять в таком проступке дворянина? Дело пахнет дуэлью, не правда ли, Андрей Платонович? Дело пахнет судом. Однако выслушаем свидетелей. Доктор Штерн явится с минуты на минуту. А, вот и Карл Модестович. Скажи-ка, дорогой Карл Модестович, не был ли ты свидетелем при подписании документа, из коего явствует, что мой долг князю Долгорукому выплачен мною в полной мере? Никак нет, ваша светлость, не присутствовал. И документа, о котором толковать изволите, не видел. Зачем же ты меня позвал, милейший, коли барыни дома нет? У Марии Алексеевны случилась мигрень. Она послала за вами. Потом уехала по срочному делу. Просила вас обождать ее возвращения, поскольку боли ее очень сильные. Ну что ж, будем ждать. Спала голубушка? Нет, Ваше Величество. Еще не спала. Тогда на сон грядущий будет над чем подумать. Узнаешь? Да, узнаю. Граф Огинский, муж моей покойной сестры. А с ним что-то случилось? Нет. Насколько мне известно, ни в каких польских заварушках граф Огинский замешан не был. Его теперь мало интересует политика. К тому же он скоро женится. Женится? У него есть невеста? Есть. И кто же она? Ты, милочка. Вы звали меня, Ваше Императорское Высочество? Натали. Прошу вас. Я знаю, вы вас отлучили от двора. Я только теперь понял, сколько людей пострадало из-за меня. Присядьте. Что я могу для вас сделать? Ваше Высочество, меня больше интересует судьба моего брата. То, что его лишили офицерского звания, ужасный удар для него. Он считал, что поступает достойно. Мне жаль, что я втянул Михаила в эту историю. Мне с самого начала не следовало принимать вызов господина Корфа. Простите меня. Я не могу на вас обижаться. Потому что я наследник престола? Натали, поймите. Я хочу, чтобы меня любили, ненавидели, осуждали и делали это открыто. Они сплетничали за моей спиной. Я устал слышать, как угодно вам, Ваше Высочество. Ну, признайтесь, вы меня ненавидите. Признаться? Мне горько от того, что мой брат оказался замешанным в этой истории. И дело не в том, что меня из-за этого отлучили от двора. А в том, что я подверг его жизни опасности, знаю. И поверьте, я искренне в этом раскаиваюсь. Вы сможете меня простить?
Вы спасли моему брату жизнь. Я давно вас простила. Ну тогда скажите, что я могу для вас сделать? Для вас и вашего брата. Вы готовы были погибнуть ради Ольги. Для меня этого достаточно. Когда рукою недостойной грубо я осквернил святой алтарь, прости, как два смиренных пилигрима губы лобзанием смогут след греха смести. Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно к своей руке. Лишь благочестие в ней. Есть руки у святых, их может верно коснуться пилигрим рукой своей. Даны люста святым и пилигримам. Да, для молитвы добрый пилигрим. Святая, так позволю устам моим прильнуть к твоим. Не будь неумолима. Не двигаясь, святые внемлют нам. Недвижно дай ответ моим мольбам.